Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на 22 год. Для знака зодиака Скорпион расклад называется «Колесо жизни». Мы посмотрим все сферы вашей жизни в 22 году, получим советы. Также получим советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет с вами маятник. Если у вас есть какое-то желание или мечта, мы посмотрим, сбудется она или нет в 22 году. Настраивайтесь на расклад, подумайте о ваших планах, задумках, намерениях на 22 год. Мы посмотрим, что нам скажут карты. Конечно, это расклад общий, но какую-то информацию вы здесь получить можете. Скорпионы, 22 год. Первая карта у нас это ваша карьера, работа, бизнес. Что у вас будет происходить вообще в 22 году, и совет. Финансы, совет. Любовные отношения, семья, совет. Отношения с другими людьми. Это могут быть ваши дети, родители, друзья, коллеги на работе, бизнес-партнеры, клиенты, заказчики. Совет. Ваше эмоциональное состояние, настроение в 22 году. Совет. Творчество, творческие проекты. Совет. Отдых, поездки. Совет. И собственное развитие, обучение. Давайте посмотрим, для кого это актуально. Совет. Еще у нас будет одна карта. Это основной акцент этого года для вас, на что вам нужно обратить внимание. Так, мы ее откроем в конце. Так, ну что, расклад готов. Давайте начинать. Первая карта у нас это работа, карьера, бизнес, ваша занятость. Здесь у вас ложится 8 пентаклей. Карта может говорить о предполагаемом или уже о запланированном начинании. То есть вы будете над чем-то очень усердно трудиться. Здесь у вас может появиться шанс начать какой-то новый бизнес, проект, какое-то новое дело. Но это карта подмастерья. Как правило, она показывает или начало нового карьерного пути, но это потребует от вас обучения, получения новых знаний. Но эта работа приведет вас к финансовой стабильности, может быть, даже независимости. Совет шут. Да, карта говорит, начинайте что-то новое. Это может быть или новый проект, новый бизнес. Может быть, это работа в сфере фриланса, то есть работа на себя. Шут говорит, что да, вы человек опытный, вы уже много чего знаете, но в этой сфере, может быть, вы новичок. Тут или встать кому-то под руку, или просто карта говорит, что вот вы начинаете что-то с нуля. Но шут всегда дает нам какие-то новые возможности, перспективы. И опять же, это карта обретения свободы. Может быть, реально вот вы плюнете, не будете ни на кого работать или искать даже на кого-то работу, а скажете, нет, я буду работать теперь только на себя. Здесь у вас может быть какой-то и творческий проект, и вдохновение. Так что здесь у вас обнуление. В финансах, то опять же императрица, да, это человек вынашивает какой-то замысел, идею, и теперь он воплощает ее в дело. Это вот как, знаете, разродиться чем-то. Ну, императрица может говорить тут или закладывать вот этот урожай, ухаживать за ним и собрать его потом. Но еще, может быть, придется вкладываться в это новое дело. Да, тут могут быть и траты. Также в финансах здесь может быть решение вопросов с недвижимостью. Может быть, у кого-то здесь какие-то детские, рождение малыша, там, декретные, например, деньги.
Кто-то будет покупать недвижимость. Совет что у нас? Ага, пятерка пентаклей, да? Совет. Ну, карта говорит, если вы здесь начинаете новую работу, новую деятельность, новый проект, то понимайте, что пока не сразу, то есть будет получаться у вас зарабатывать хорошо. Нужно, чтобы это дело, все-таки это шут, чтобы это дело начало развиваться. Будут большие траты, но еще карта, как совет, говорит, может быть, у кого-то попросить помощи, то ли у тех, кто захочет вас поддержать, кто вас поймет, или, может быть, у тех людей поддержку, кто тоже столкнулся с такими проблемами. То есть здесь карта говорит, что нет, тут не крах, не потеря, но будет ограничение в финансах. Вот из-за какого-то проекта. Также это может быть, знаете, еще траты, как я говорила, на недвижимость. Тут она говорит, рассчитайте свои силы, сможете ли вы, например, если ипотеку берете, сможете ли вы выплачивать. Потому что, может быть, и сможете выплачивать, но на остальное денег не будет оставаться. Тем более у вас с работой здесь какое-то новое начало. Ну или к кому-то обратитесь. Хорошо, любовные отношения, семья. Здесь у нас ложится тройка пентаклей. Но здесь карта говорит преодоление каких-то трудностей, переход на совсем новый, такой зрелый уровень. А что у нас совет ложится? Старший аркан мир. У кого-то здесь прибавление в семействе. Да, мир это может быть, то есть тройка пентаклей это может быть 3 человека, да, мир это приход нового человека в вашу жизнь. У кого-то здесь может быть переезд. Но тройка пентаклей это карта такая очень спокойная. Она вообще показывает нашу повседневную жизнь. То есть все занимаются своими обязанностями в доме, в семье. Если даже были какие-то у вас трудности, то вы их преодолеете вот как-то мирным путем. Но еще здесь какие-то перемены. Это может быть, как я сказала, рождение ребенка, переезд или, может быть, у кого-то предложение руки и сердца и подготовка к свадьбе. И если для тех, кто в поиске, здесь может быть обретение партнера. По тройке это может быть знакомство на работе или там, где вы учитесь, или вас кто-то познакомит. Хочу еще одну карту здесь посмотреть. Заканчивается какой-то сложный период. Десятка мечей это может быть период одиночества или каких-то сложностей в вашей жизни. Так, сейчас, подождите, еще одну карту. У кого-то могут закончиться отношения, да, принятие решения. Но, скорее всего, вы с человеком договоритесь мирно. Да, у кого-то может быть здесь окончание отношений. Тут или по миру вы просто принимаете это решение. Туз мечей, да, это подписание документов. То ли у вас кто-то появился, или вы просто заканчиваете отношения, обретаете свободу. Это развод. Или просто разговор, что все, да. По десятке мечей это может быть ощущение того, что ваша любовь умерла. А у кого-то заканчивается период одиночества, и вам только нужно решиться на эти новые отношения. Но по миру это обретение своего партнера. Может быть, даже это знакомство, например, через интернет. Но это не обязательно. Да, кто-то еще из скорпионов может поменять гражданство. Если вы планировали уезжать в другую страну, долго ждали, то здесь приходят документы по миру, да, что для вас открываются границы. И вы переезжаете, например, в другую страну. Ну, насчет переезда я тут не вижу. Но, во всяком случае, туз мечей – это ясность в вопросе, вот, который затянулся. Смотря в статусе кого вы находитесь. Хорошо. Отношения с другими людьми – это могут быть дети, родители, друзья, коллеги, бизнес-партнеры, клиенты, заказчики. И тут семерка мечей ложится. Так, а что в совет у нас? Отшельник. Да, вы с кем-то можете разорвать отношения, а человек сделает какой-то подлый поступок в ваш адрес. Отшельник – это разрыв отношений.
Это может быть бизнес-партнер, это может быть, не знаю, дети, родители. Тут еще смотрите, если кто-то уезжает в другую страну, вы будете скрывать от родителей, что вы уезжаете. Да. Но также тут разрыв с кем-то. Может быть, это человек, какие-то сплетни, интриги за вашей спиной плел. Может быть, это какой-то коллега на работе. Отшельник — это одиночество. Если меня мужчины смотрят, и у вас развод, это разорвать связи с детьми, с друзьями, может быть, с общими друзьями. Но вот какой-то человек может повести себя не очень красиво. Человек из вашего окружения. Хорошо, ваше эмоциональное состояние, настроение — это башни, да, вот какой-то переворот. Конечно, это может быть смена работы, будет зависеть от отношений, да, может быть, вы что-то потеряете, начнете какой-то новый трудовой путь. Это может быть переезд в другую страну, например. Так, а что в совет? Кто-то может выйти из любовного треугольника вот по тройке пентаклей. Это может быть отношения на работе или где вы учитесь, как я говорила. Вы здесь можете поговорить с человеком и все, закончить эти отношения. То ли просто выйти из любовного треугольника, то ли закончить эти отношения, потому что у вас кто-то появился. Еще кто-то здесь, настроение ваше эмоциональное, да, кто-то здесь то ли меняет место жительства, будете, может быть, волноваться, переживать, или вы вообще меняете страну. Но, скорее всего, со своим любимым человеком. Это ваш выбор. Но все-таки отношения будут очень сильно влиять на ваше эмоциональное состояние. Хорошо, творчество, творческий проект. Ну, Луна как раз отвечает за творчество, за вдохновение и колесница. Тут у вас очень много старших арканов. Да, здесь продвижение. Это движение к своей цели. У кого-то здесь может быть реально дальняя дорога, переезд. Там, где вы сможете реализоваться. Еще это преодоление трудностей, это удержание победы над Луной. Луна — это нестабильность. Это что-то скрытое, это может быть еще переменчивость. И как совет колесницы говорит, действуйте быстро, решительно, потому что как-то вот скорость для вас будет иметь большое значение. И самое главное, поверьте в себя и в свою победу. Отдых. Ну, здесь ложится ваша карта для мужчин, король кубков и двоечка кубков. Здесь может быть какие-то поездки вместе с любимым человеком куда-то. Также это хорошо проводить вместе время, любовь, свидание, вечер при свечах. Еще кубки у нас все-таки это водные стихии. Может быть, карта говорит там спа-салоны или поехать к морю, насытиться этим морским воздухом. Для водных знаков море очень большое влияние играет, вообще вода. Но и в то же время, как по отдыху, да, и двойка кубков, карта говорит работа, тут у вас какие-то проекты, движение вперед. Все-таки не забывайте о своем любимом человеке, о том человеке, который вам дорог. Проводите больше времени. Хорошо, ваше собственное развитие, обучение. Тут какая-то остановка. То ли вы взяли паузу, чтобы продумать. Да, вы что-то здесь меняете. От чего-то вы отказываетесь. Кто-то меняет место жительства, поэтому пока вам не до обучения. Потому что у вас грандиозные перемены в жизни. Кто-то в каких-то вопросах обучения, развития, может быть, вы зашли в тупик по четверке. Скорее всего, вы от этих проектов откажетесь пока. Сейчас у вас какие-то другие приоритеты. Конечно, вы тут развиваться будете в бизнесе, в карьере, в работе. Может быть, вообще менять направление вот по смерти, да, оставлять что-то в прошлом, идти к каким-то новым берегам. И давайте посмотрим основной акцент, на который вам делают карты, на что вам обратить внимание в 2022 году. Рыцарь кубков. Во-первых, вас ждет любовь, вас ждут какие-то приятные поездки, переезды, перемещения. Также карта говорит, занимайтесь любимым делом. Вот то, к чему у вас лежит душа. Самый главный акцент у вас в 2022 году –
это на вас самих, на вашего любимого человека и на тех людей, с которыми вам приятно находиться. Давайте советы получим для вас. Так, совет от оракула Луны. Скорпионы, 22 год. Growth – это рост развития. Карта говорит, откажитесь от застоя, действуйте, растите, развивайтесь. Вот императрица, да, сажайте вот это семя, работайте над ним, и вы получите хороший урожай. Да, может, придется немножко подтянуть пояса, но зато и урожай вас потом порадует. Хорошо, давайте еще получим совет от оракула «Магические врата». Тут у нас сами вываливаются советы. Ой, жди чудес и откройся любви. Ну да, вот нам уже акцент дали. В моей жизни происходят чудеса, и мое сердце открыто для новой любви, новых отношений, каких-то очень приятных, радостных событий. Ну, я вам даже зачитывать не буду, тут и так все понятно. Хорошо, давайте мы посмотрим с вами маятник. Сейчас я только карту уберу. Я надеюсь, вы уже загадали желание или у вас уже есть какая-то цель. Давайте посмотрим, сбудется ли у вас ваше желание или ваша мечта. Маятник, ответьте, пожалуйста, Скорпионам на 22 год, исполнится ли их заветное желание или мечта. Конечно же, да, даже не сомневайтесь. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Еще раз поздравляю с наступающим или уже с наступившим Новым годом. Всего вам хорошего, до свидания.